лето в моей маленькой хижине в глубине дикого леса Латвии уже подошло к концу, и пока я потихоньку наблюдаю за наступлением любимой мной осени, хочу пригласить вас в моменты моей жизни и жизни леса в самом уютном месяце лета — августе. Это уже второй мой сезон года здесь, и каждый месяц я с трепетом наблюдаю постоянные изменения, которые происходят в лесу. А моменты августа были особенно ценными, потому как возможностей проводить здесь время было гораздо меньше. Но зато этот месяц как никогда был полон новых, смелых, крылатых посетителей, и заскучать мои камеры совсем не позволяли. Так что желаю приятного просмотра. Я купила часы, чтобы здесь можно было наконец-то как-то отслеживать время. Но я их уронила и разбила. Эта поездка в плане сборов почему-то далась мне тяжелее, чем все остальные, мне кажется. Я уже давно думаю о том, что нужны часы, потому что здесь все время происходит то, что теряю счет времени из-за того, что нет часов нигде на видном месте. И можно думать, что сейчас одно время, на самом деле уже пора спать. Сейчас у нас 14:42. Я очень люблю август, потому что для меня это как начало осени. Кажется, сегодня 11 августа, и я сейчас буду на этой неделе здесь жить, и потом мы уезжаем. Поэтому я буду здесь уже потом только где-то в конце месяца. Мне это будет, наверное, самый месяц такой, когда тут очень мало буду. Я нашла в лесу ягоды, которые я предполагаю, что это ежевика. Судя по тому, как она выглядела в момент цветения. И позже хочу сходить проверить, что же там за ягоды. Кто прилетел? О, это сойка. Совсем близко. Я могла бы сейчас бежать за своей камерой, но, скорее всего, я ее все равно спугну, поэтому... Кстати, тут у меня была очень классная история, которую я до сих пор не рассказала. В общем-то, потому что мне нечего показать, но когда мы подъезжали как-то, сойка загнала сову в уличный сухой туалет, и когда я подбежала, она торчала своим совиным лицом в ромбе, который как прорезь в двери туалета. Наверное, буду до конца жизни сожалеть, что я тогда не хотя бы телефон включила, камеру, попыталась настроить фотоаппарат и упустила ее. Но это было очень классно. Часы я разбила, конечно, но не так плохо, как могло бы быть. У них просто откололся краешек. Я немного занимаюсь глиной, и я думаю, что я могу попробовать просто какие-то кусочки, которые остались, приклеить на глину и недостающие части просто долепить. Кстати, когда я приехала, тут летали снова желтоголовые корольки, и
Их давно уже здесь не было. Если вы смотрели мои видео, то знаете, что их тут было много весной, и потом они как-то, видимо, где-то в других местах сделали гнезда, и я их не слышала прям так, чтобы они где-то рядом были. А сейчас они были тут, когда я приехала. Каждый раз собирание сюда превращается в какой-то проект на целый день. Сейчас я разгрузила вещи, и нужно было бы поесть, сходить. За то время, пока меня здесь не было, тут подвяло все. Хотелось бы пойти все это полить, но надо, наверное, сначала позаботиться о себе. И вообще сейчас я хочу сконцентрироваться в целом на том, чтобы как-то привести свою жизнь в порядок, потому что как с 28 февраля мы приехали сюда в первый раз, так и ощущение, что этот ритм жизни вообще не замедляется. Я все это время пытаюсь держать в голове все задачи, все дела, всю работу, и их становится постоянно все больше и больше и больше. Я от этого очень устала, и хочется как-то структурировать все дела, задачи, выписать это все на бумагу. Вот. Пока что я пойду перекушу что-нибудь, а потом буду изучать, что здесь поменялось, что требует моего вмешательства. Например, мои засохшие цветы. Так что давайте. У меня пятка болит до сих пор. Так один раз получилось, что мне пришлось спрыгнуть с лестницы на полпути, которая на второй этаж ведет. И я немного ушибла пятку. Это было недели уже 3 назад, наверное. Здесь нужно не забывать о том, чтобы есть, питаться, чтобы не помереть. В прошлом видео у меня была какая-то чумная готовка, но на самом деле здесь, если ты поел вообще, это уже очень хорошо. Не знаю, когда получится так, что можно будет... Это как в старые добрые времена, когда мы снимали домики какие-то с похожей атмосферой, маленькие кабинки, и приезжали туда просто отдохнуть. Здесь же пока что всякие заботы о территории, траве, всему остальному вытеснили те вещи, ради которых я здесь. И я думаю, что это время вспомнить об этих вещах и не потеряться в этом круговороте незабитых гвоздей, не прикрученных замков. Мой интерес никогда не заключался в том, что мне интересно делать какие-то реновации, делать какие-то работы бесконечные. Просто хочу напомнить себе, зачем я здесь. Потому что абсолютно точно я начинаю об этом забывать. Прежде всего ради природы, птиц, диких животных. Мне это все интересно как фотографу, как художнику. Для меня это абсолютно точно не гонки ни с собой, не соревнования ни с кем.
Я раньше вообще никогда не пила кофе, может быть, раз в полгода, но в какой-то момент я открыла для себя вот этот вид приготовления, заваривания кофе. И с тех пор для меня это стало очень любимым ритуалом, который меня успокаивает больше, чем что-либо другое, наверное. Как правило, это единственный мой кофе за день. Я не люблю кофе с утра. Я обычно пью зеленый чай, а кофе для меня ощущается как какой-то более тяжелый или даже десертный. Весь этот процесс с перемалыванием зерен, отмериванием нужного количества воды, зерна, соблюдение всех временных интервалов мне очень нравится. Я недавно задавала тест на ДНК, пока что в большей степени на определение этничности. И вот мне сегодня пришли результаты. Мне было интересно, покажет ли он в моей крови монголов. И да, он действительно увидел Центральную Азию, 14,4%. Еще интересно, что 29,4% Балтик показывает и 1,3% Финляндия. Еще в разделе дополнительных генетических групп есть Швеция, Ямтланд. Это тот самый регион, в который я влюблена и в который мы ездили, оставались в 2021 году. Так что, может, как-то неспроста меня туда тянет. Получилось сегодня немного провести здесь время в каком-то чил режиме. Не часто здесь так получается, и чаще всего приходится себя заставлять, потому что обычно здесь постоянно взгляд цепляется за какой-нибудь не прикрученный замок, за москитную сетку, которую нужно поменять, или что-то где-то прикрутить, или повесить, или помыть. И так проходит весь день. Принесла, хочу составить список, выстроить план действий, что в каком порядке и когда я буду делать, что нужно куда-то написать, что-то сделать, что-то выбрать, с кем-то договориться. И хочу как-то точнее расписать себе задачи на эту поездку. Мне нужно будет покосить траву. Посмотрим, будет ли у меня для этого время. Я очень сомневаюсь, но я даже в этот раз взяла акварели и думаю, может быть, порисую один старый скетч. Кстати, сейчас уже 8:30 вечера. Я до сих пор провожу время на террасе, и меня как-то никто не ест даже. Хотела снять некоторые кадры утренние с дрона, которые вы могли видеть в прошлом видео. Я тогда вставала в 4:30 утра, наверное. И тот день был какой-то невероятно оживленный. Начало прилетать столько птиц на террасу, и вокруг летало, и белки бегали по деревьям, и какой-то праздник жизни начался. Хотя я собиралась лечь спать после того, как сниму все. Но постоянно кто-то прилетал, что-то происходило, я не могла никак выпустить свою камеру из рук, поэтому в то же утро о стекло ударился крапивник и оглушился примерно на 1,5 минуты. И тогда я поняла, что случилось с этими птичками, о которых я говорила в прошлом видео, мертвыми. Что это, в принципе, было в том же месте. Такие солнечные дни, окно очень сильно отражает лес, и поэтому, видимо, они просто влетают туда, думая, что могут пролететь. И пока я пыталась найти, как помочь крапивнику, он довольно быстро пришел в себя и улетел.
Так что да, думаю, нужно что-то повесить, чтобы им было понятнее, что здесь нельзя пролетать. Еще на кадрах с дрона можно было заметить, что у нас сбоку от дома раскопана длинная яма. Это все потому, что мы делали заземление и никак не могли добиться результата нужного, и приходилось копать все дальше и дальше. Но наконец-то мы добились нужного показателя и закопали это все. Поэтому уже немножко приятнее. Дальше из работы у нас остались, будем утеплять трубы. И после этого в очереди установка кондиционера для того, чтобы им можно было и охлаждаться летом, и греться зимой, в том числе, чтобы кот не замерзал, когда мы оставляем его одного, например. То есть, если нам нужно куда-то выехать, и кот точно не сможет сам топить печь, поэтому кондиционер в этом случае спасет. Плюс, чтобы можно было оставлять, когда мы уезжаем, какую-то плюсовую температуру в доме. А еще летом внутри получается довольно большая влажность, и тоже не очень хорошо, и в том числе для моей астмы. С помощью кондиционера можно сушить воздух, поэтому какие-то такие у нас планы. Я хотела рассказать, что в конце недели мы уезжаем в Шотландию. Из-за этого я как будто очень сильно тороплюсь и пытаюсь компенсировать время и успеть сделать больше. Мне очень не хочется пропускать драгоценные августовские дни, поэтому я решила все-таки немножко сократить количество задач и сходить сегодня проверить чернику хотя бы возле дома, посмотреть, как там мои лисички, и проверить ежевику, если это ежевика. Я как будто закопала себя в каких-то неважных для себя вещах и очень сильно хочу это исправить. Сфокусировалась на чем-то одном, и из-за этого перестала замечать окружающий
мир. Моя задача сейчас этот взгляд как-то расфокусировать, тогда видишь гораздо больше. Мы ездили в одно место в Латвии, называется Колка, Рог Латвии, окруженный морем. Я очень хотела туда съездить еще весной, когда время гнездования, потому что там живут две птицы. Одна галстучник, и особенно мне хотелось увидеть птицу гагарку. Я ее называю птицей будущего, потому что у нее как будто LED-подсветка на клюве. Весной мы туда так и не добрались, потому что было много дел здесь, и добрались только сейчас. И гагарка живет на маяке. Я и не думала, что я ее встречу, потому что, скорее всего, они уже улетели даже с маяка. И я думала, что встречу галстучников, но я встретила там двух новых для себя птиц. И пока не успела их опознать, но к моменту видео, я думаю, уточню и подпишу. В любом случае, было очень приятно съездить туда. Я очень люблю путешествовать по Латвии. Очень хочется съездить в места, в которые мы часто раньше ездили. В общем, пока я пытаюсь расписать разные задачи, я стараюсь расписать даже такие вещи, как какую я буду есть еду и когда, и попить кофе, просто отдохнуть и посмотреть вокруг, потому что здесь очень легко потеряться. Очень легко потеряться во всем и забыть о сути. Так что сейчас я пойду смотреть, что поменялось в лесу. Кто-то прошел мимо.
пока Фибуша наслаждается любимым подоконником, хочу поблагодарить вас за просмотр и обратную связь. И сказать особенное большое спасибо всем тем, кто поддерживает этот канал на Бусти и Patreon, делая эти видео возможными. Спасибо вам. И до встречи в следующем уже осеннем эпизоде «Лесных историй».